Всем привет и спасибо, что зашли на мой канал. Друзья, вы очень удачно зашли. Сегодня я приготовила очень вкусное, сочное и достаточно полезное овощное рагу с тыквой. Овощное рагу с тыквой можно подавать с каким-то гарниром или же в гордом одиночестве. Овощное рагу с тыквой готовится из самых подручных продуктов, которые имеются в каждом доме, в каждом холодильнике, где маломальски любят готовить. Кому интересно, оставайтесь со мной и давайте пройдемся пошагово рецептам этой простой, но очень полезной, постной вкуснятины вместе. Перечень и количество всех ингредиентов для приготовления овощного рагу с тыквой вы видите на ваших экранах. Эту же информацию я продублирую внизу под видео. Итак, начну с лука. Лук нарезаю полукольцами и достаточно тонко. Лук я предварительно положила в холодную воду, сняла кожуру с него и вновь положила в холодную воду. Так при нарезке лука глаза хотя бы на чуток меньше горят и слезятся. Рекомендую, работает. Нарезанный полукольцами лук солю и слегка мну, благодаря чему лук становится немного вялым и хорошо обжаривается. Лук отправляю в сковороду, туда же наливаю немного оливкового масла. И сковородку с луком ставлю на огонь. Огонь средний. Пока пассируется, обжаривается лук до бледно-золотистого цвета, я займусь тыквой. Наверняка многие из вас знают о том, что снять кожуру с тыквы – дело достаточно хлопотное. Порой при приготовлении что-нибудь с тыквой этот момент становится самым хлопотным. Сегодня я сперва нарезаю тыкву на шайбы, после снимаю с тыквенных шайб кожуру. Друзья, если вы знаете более практичный способ для снятия кожуры с тыквы, пишите, пожалуйста, в комментариях об этом. Буду очень вам признательна. Да и думаю, это будет интересно всем, кто присоединится к нашему огоньку. Очистив кожуру с тыквы, еще раз промываю тыквенные шайбочки и нарезаю тыкву на кубики по 1,5-2 сантиметра. За это время я периодически мешала лук, а он к этому времени уже обжарился до бледно-золотистого цвета. Теперь отправляю тыквенные кубики в сковороду. Солю, перчу тыкву, немного мешаю, после закрываю крышку сковородки и обжариваю, тушу все 4-5 минут на среднем огне. Этого более чем достаточно, чтобы тыква дошла до готовности. Прошли какие-то 5 минут, это максимум. Тыква уже пропеклась. При желании ее готовность можно проверить, проткнув кусочки тыквы кончиком ножа. После отправляю в сковороду с тыквой замороженную алычу и замороженный кизил. Закрываю крышку сковородки, выключаю плиту, но оставляю сковородку примерно на 10 минут на все еще горячей плите. Ну что, друзья, вуаля, овощное рагу с тыквой готово. Друзья, алычу и кизил можно заменить на другие кислые фрукты или сухофрукты. Как я уже говорила, овощное рагу с тыквой можно подавать каким-то гарниром, например, к пасте, картофельному пюре или гречке. Тут фантазии хоть отбавляй. Я сегодня подаю овощное рагу с тыквой к отварному рису. Отварной рис, рецептом которого я поделилась с вами в предыдущем видео, тоже приготовлен на постной основе. Так что можете взять на вооружение эти два видеорецепта, которые помогут обогатить ваш рацион в период поста. Друзья, обязательно приготовьте такую вкуснятину для себя и для своих близких, ведь ничто не заменит домашнюю кухню. Я всем желаю приятного аппетита и благодарю вас за просмотр. Спасибо вам за ваши лайки и комментарии. Мне очень приятно их читать.
гостей приглашаю подписаться на мой канал и нажать на колокольчик, чтобы быть в курсе новых вкуснейших рецептов от меня. Я пока прощаюсь с вами, но буду ждать вас на своем канале, ведь я и рада, всегда вам рада. Пока-пока и до новых встреч!